Сейчас я вам буду показывать фото реальных людей, то есть настоящие люди, настоящая группа ВКонтакте, взял из группы знакомства. Вот показываю человека и объясняю, что это такое, почему у него так, что с его поведением, почему он так стоит, почему вообще сформировалась так его личность, какие у него проблемы, откуда это все берется, что такое зажимы. То есть в общем вы сейчас увидите дополненную реальность, вы увидите разбор, который вы никогда даже не думали, что так возможно читать людей, а все потому, что человек состоит из трех граней: психика, физика и энергетика. И, соответственно, видя визуальное изображение человека, видя его как бы физическое проявление, можно по этим деталям однозначно классифицировать, что у него в голове, какие мысли, какие проблемы, какие комплексы, открытый или закрытый инстинкт сексуальности и власти и так далее. Пусть это будет как некий мастер-класс и наглядная презентация знаний. Людям я не рекомендую расстраиваться, и вообще, типа, если вы выкладываете что-то в общественный доступ, то знайте, что такой дяденька, как я, может вас нахватить там и разобрать. Поэтому не надо писать никакие глупые комментарии, мне ваше одобрение в данном вопросе не требуется. Я это делаю исключительно с научной точки зрения, не пытаясь никого оскорбить, задеть и так далее. Вы на канале «Другой взгляд на человека», меня зовут Александр Российский, погнали. Итак, смотрите, то есть вот для вас на фотографии изображен просто обычный парень, там, 25-30 лет. То есть вряд ли вы что-то можете даже добавить здесь. Но смотрите, как вижу картину я. Смотрите, у него, если взять вот так вот разделить, вот так понос, да, то вот эта сторона головы, она очень объемная и большая. То есть такое ощущение, что у него голова вот так вот ушла. То есть она, короче, не ровно стоит череп, а с одной стороны пережата и мало, а с другой стороны такая, как в сторону прям гулька идет. То есть посмотрите, вот так вот разделяем по подбородок, по носу, ведем линию. Вот эта сторона прям надутая, большая, здесь прям глаз хороший, то есть вот она нормальная. То есть если закрыть эту сторону, вот это как надо. А теперь сделайте наоборот, то есть закройте его левый глаз рукой и левую половину тела. И вы увидите, что эта сторона, вот эта, она малюсенькая. То есть здесь посмотрите, насколько она меньше ее. То есть у него и голова здесь сдутая, видно, вот впалый прям висок сдутая. И здесь и глазик маленький. И вот здесь посмотрите, сколько тканей и налипаний у него. То есть что это значит? Это значит, что все его тело, вот получается у него здесь много с левой стороны, а справа мало. То есть это означает, что если посмотреть на все его тело, то вся вот эта сторона, где у него вот здесь маленький глаз, маленькая голова, все маленькое, то есть у него везде будет перетянуто на протяжении всего тела. То есть у него не будет гармонии и баланса во всем теле. Получается, посмотрите, допустим, с этой стороны слева у него рост а-ля 1,80 м, а справа у него рост 1,75 м. И каким тогда образом? Ему же нужно передвигаться, ходить ровно. Соответственно, все его тело будет выстраивать изменения, подпорки. То есть, чтобы башня стояла ровно, нужно сделать вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть змеечкой такой. Тогда оно друг друга будет компенсировать блоками, и человек будет стоять более-менее ровно. Ну так вот в жизни это будет вот эта компенсация и перекосы будут у него в виде сколиоза, в виде искривлений. То есть автоматически мы можем понять, что вот это все... Это не просто так получилось, не просто такая внешность, не просто такие гены. Я здесь сразу же предполагаю, так как вижу, что это очень серьезный перекос, я предполагаю здесь родовую травму. То есть совершенно идиотский современный способ рождения детей против гравитации, против вверх вытаскивая за шею ноги вот так. Это я не знаю, кто создал и для чего. Это просто верх дебилизма. Это представьте, извините меня за такой неприятный пример, но как какать не в унитаз вниз, а вот так вот растопырить и вверх. Да тебе сколько сил нужно, чтобы даже какулечку какую-то выкинуть туда. А представь ребенка вот такой, он там все рвет, там все не может он выйти, кесарево через одного, потому что это противоестественный способ. И получается вот этот вот акушер, который должен тянуть, он получается тянет человека за шею, ребенка, вот эту нежную шею. И там перекосы, искривления, череп это все зажимает в этих путях родовых. И в итоге получается вот такое, когда одна половина нормальное тело, а другая становится маленькая. И дальше, начиная вот от шеи вниз, идет компенсация, перекосы, маленькая половинка тела. Дальше это, естественно, влияет на судьбу человека. Понимаете, для вас, допустим, как? Вот вы живете в парадигме, где психика отдельно, тело отдельно. Но нет,
Вся наше тело и психика – это единое целое. И если, соответственно, у человека с самого рождения половина тела вот такое маленькое и перекошенное, то это считайте сразу же, так грубо говоря, что он в 2 раза меньше использует свой потенциал, возможности, силы, психики, всего. Потому что это не просто перекосик вот такой визуальный, это внутри половина тела зажата, половина кровоснабжения зажата. Половина нервной системы, нервные окончания зажаты. То есть это уже как урезанная версия вот этого человека. Плюс у нас еще по телу существует карта. То есть вот грудной отдел, живота отдел, паховый отдел. И вот каждый кусочек ткани здесь подвязано на определенные психоэмоциональные рефлексы в голове. То есть простыми словами, чтобы тебе испытать любовь, чтобы тебе испытать какую-то благодарность, чтобы чувствовать эту жизнь вот как бы душой, тебе нужно, чтобы вот этот участок тела грудной был в порядке. А представь, если вот он перетянут и такой маленький, то получается ты уже эту жизнь ощущаешь вот так вот в половину меньше и в половину слабее. То есть, понимаешь, это не просто отдельно тело и там иногда болит. Это связано напрямую с твоей энергетикой, чакрой, с твоей психологической вообще ощущением жизни, себя и так далее. А потом получается, смотри, какая ситуация. То есть человек должен был родиться вот полноценным, то есть со своим максимальным ресурсом. Его по пути подискалечили глупостью, невежеством современной системы. В итоге человек, получается, рождается, слава богу, пусть покалеченный чуть-чуть, но рождается. Но внутри у него запрос к себе идет прежний, максимальный, настоящий. А он видит перед собой в зеркале и в жизни, в реализации в социуме вот эту урезанную версию. И это является ядром непринимания себя, не любви к себе, не веры в себя. Понимаете, ребята? Теперь смотри дальше. То есть вот видишь, у него здесь очень мало все издавлено. А теперь посмотри вот на эту картинку. Это расположение троичного нерва в нашем вот лице, на нашей голове. Соответственно, вот представь, у него здесь, видишь, нормально вытянуто и много. А здесь вот это вот в кучу ткани сбили, и вот этот комок пережатых мышц, фасции, вот этот клубок ткани человека, он пережимает и давит вот на этот троичный нерв. Соответственно, что происходит? Вот когда он передавливает пучок, который идет вот так вот вверх, верхний, глазной вот этот пучок, то будут проблемы, во-первых, с напряжением в голове, ты не сможешь находиться здесь и сейчас в спокойствии. Потому что у нас здесь, если вот так вот по рефлексу напрягается, то автоматически включается вот эта чакра, вот это место, вот это напряжение. То есть ты становишься в голове, ты как бы не в душе чувствуешь эту жизнь, а ты внутри себя, внутри своих мыслей живешь навязчивыми мыслями. То есть, условно говоря, представляешь, зажало вот здесь, потому что маленькая половина тела и перекошена. В итоге оно пережимает вот этот пучок, который уже напрягает весь лоб. Потому что вот видишь, верхняя вот эта вот первая часть, оно идет вот сюда в лоб, в бровь и даже вот так вот в нос. То есть, условно говоря, здесь пережало, оно дальше идет напряжением вот так вот. Уже половина лба, бровь, вот это все. Здесь подключается вот эта точка напряжения, активируется. Все, ты не можешь расслабиться, потому что таков рефлекс. Вот ты даже возьми малыша, короче, малютку абсолютную. И когда он будет вот это вот плохо засыпать, ты возьми ему вот так вот пальчиком, вот так вот води аккуратненько, и ты увидишь, как он такой обмякнет и уснет. Потому что таков рефлекс, психоэмоциональный рефлекс. Это место напряжено, ты напряжен всем телом, нервной системой, ты не можешь расслабиться, ты летаешь в своих мыслях, у тебя навязчивые мысли, напряжение, все, ты в таком состоянии. А судя по тому, что у человека вот такое сильнейшее напряжение, то я рискну предположить, что у него задета не только вот эта вот верхняя часть, и он в напряжении находится, но у него, возможно, вообще все 3 пучка пережаты. А это значит, что, соответственно, вот этот вот нижний, который пойдет, это проблемы будут с зубами, и зубы быстро полетят. А вот этот вот пойдет, который к пазухам, это там проблема с дыханием. То есть итого, смотри, какой прикол. У человека половина тела была зажата, стала маленьким. Это маленькое тело, вот оно, да, вот так вот пережало. То есть это маленькое тело, половина головы, оно начало давить на эти нервные окончания, потому что эти нервные окончания были сделаны и рассчитаны были вот под такую, под нормальную сторону головы. Но так как у него произошло вот это вот как бы смещение, вот это вот напряжение, сгусток тканей, теперь эти ткани передавливают троичный нерв.
Соответственно, он имеет вот этот вот весь спектр проблем как бы автоматически. Он даже не может ничего на него повлиять, потому что оно у него, можно сказать, практически с рождения. То есть он по-другому себя и не видел, он по-другому себя толком и не знает. И получается, я вам к чему это говорю? Что вот так вот вы живете в такой урезанной версии себя, не понимая, кто вы, на что вы способны, какой у вас первоначальный талант, дар и так далее, потому что вы уже сжаты, урезаны и так далее. А если бы вот этот человек проделал всю свою половину тела, которая маленькая, особенно вот эту вот часть, которая у него вообще передавливает, если бы он это сделал, как я учу, то у него в моменте, здесь и сейчас, жизнь изменилась бы. То есть я имею в виду не то, что на него там с неба начали бы капать бабки и что-то в таком духе. Нет, он просто бы внутри стал бы другим человеком. Он внутри по-другому бы начал себя ощущать. Внутри у него бы появлялись другие желания, потому что другая биохимия, другая биоэнергетика, другой процесс иннервации внутри него, другая экспансия, другое поведение. По-другому бы он выбирал методы знакомств и так далее, и так далее. То есть по факту это бы стал просто другой человек, потому что вы недооцениваете, вы не имеете связи в своей голове между психикой, нашей личностью и физическим телом. А я утверждаю, я уверен на 1000000% в этом, что это и есть одно и то же. Это примерно смотри как. Ты, например, видишь какую-то «Жигули» раздолбанную 98-го года. И ты понимаешь, что внутри, если ты сядешь, там будет полное убожество. Неудобная маленькая коробка-корзинка. Но если ты видишь Mercedes S-класса новый, и он снаружи вот такой, что ты рот открыл, то ты понимаешь, что внутри сядешь, и там будет также все соответствовать вот этому внешнему. Вот то же самое и с человеком. Вот эта внешняя оболочка, она и есть продолжение внутренней. И наоборот, внутренние наши установки отражаются на наших глазах, на нашем лице, на всем. На этом построен мой метод другого взгляда на человека. Когда мы не работаем через психику, там, с неуверенностью, проблемами, психотравмами, обидами, проблемами в семье, в детстве и так далее. Это глупо идти в этот вопрос через разговоры. Потому что на самом деле все эти проблемы, которые сопровождают человека, они находятся вот здесь, в теле, в виде зажатых импульсов и психоэмоциональных рефлексов. Потому что в момент испытывания тобой вот этой ситуации неприятной, травматической, которая тебя мучает сегодня в виде мысли, там образовался сгусток напряжения. И теперь это напряжение посылает в твой мозг импульс. А этот импульс ты воспринимаешь в голове как воспоминание. То есть таким образом это воспоминание как бы находится не в голове, а в виде зажатого участка и боли законсервированной эмоции в твоем теле. Убираешь из тела, автоматически уходит из головы. Уходит из головы, меняется внешний визуальный облик, лицо и так далее, и так далее. Это совершенно другой инновационный подход к человеку, это другой взгляд на человека. Об этом весь мой канал. Сейчас я прикреплю самые такие топовые, которые тебе стоит посмотреть, чтобы познакомиться с этой концепцией. Об этом моя книга одноименная «Другой взгляд на человека». И об этом я тебе рекомендую пойти вот в телеграм-канал, там будет «Изменить жизнь». Заходи, там бесплатный 3-часовой мини-курс, где ты здесь и сейчас можешь просто попробовать, прям своими руками ощутить, как это работает, как у тебя в голове изменятся мысли, как это все вообще перевернет твое мировоззрение, и тебе даже не нужно мне верить, или там думать, или размышлять, ты просто испытаешь это на своем собственном опыте, а дальше уже будешь принимать решения. Также смотрите, сколько у меня этих человек, 41 человек. И если вы поддержите этот ролик лайками, комментариями, прям хочу, расскажи еще, круто, классно или плохо. То есть мне не важно, что вы напишете, я ценю любую обратную связь, а главное, что это ценит YouTube. Он будет продвигать, у меня появится мотивация, я сделаю. Потому что там 41 человек, и, соответственно, это как шаблон поведения, мыслей, личности. Это там будете и вы, и ваши окружения, и ваши там родители и так далее. Там все будут психотипы, все ситуации, все будет разобрано. Это и есть самый тот синус, практика, жир. То есть ты смотришь, и в твоей голове меняется дополненная реальность, потому что когда я тебе закидываю эти файлы, ты их видишь, потом начинаешь видеть в других людях. То есть у тебя, ты смотришь уже на мир не старым своим взглядом, пониманием, а как бы дополнительным сканером, который ты тут получаешь. Ты уже, опа, а у этого так, а этот так ставит ногу, а у этого такой глаз, а почему так, а почему у этого такие глаза? То есть ты начнешь видеть по-другому, читать людей банально. Реально читать людей и понимать, что от него можно ожидать. Вот этот человек плохой, этот человек хороший и так далее. Поэтому по факту вы на этом канале голосуете за то, что будет происходить здесь. Я могу рассказать любые тематики. У меня есть все, что угодно по плану психологии, энергетики и так далее. Я лишь хочу показывать то, что интересно людям смотреть. Потому что для себя мне не интересно для 10 просмотров это делать.
мне интересно для тысяч и тысяч людей. А это уже зависит от вас, потому что ваша активность напрямую влияет на просмотры и напрямую влияет на YouTube. Поэтому пробуйте, всю информацию я вам дал, увидимся в следующем ролике.